Мы с вами начинаем эфир. Почему же все-таки людей так волнуют деньги? Почему эта тема всех так триггерит? Почему за деньги все так сильно люди переживают, беспокоятся? И почему деньги становятся драйвером нашей реальности? И почему, кстати, это, собственно, поменялось? И куда оно поменялось? Но на самом деле начать я хочу с того, что с такой, да, подготовительной части. Это такой небольшой рассказик о том, вот, мои личные наблюдения, так как я очень часто консультирую людей, и сейчас это консультация на открытой основе, да, то есть абсолютно свободная для любого желающего человека. Поэтому если вы чувствуете, что я могу быть вам чем-то полезной, вы хотите о чем-то со мной поговорить или какой-то вопрос, запрос разобрать, то, пожалуйста, пишите, как бы это вообще не проблема. Но вот из таких наблюдений я поняла, что люди очень часто ставят денежный запрос. То есть это обычно так и делается, да, что у меня есть какой-то денежный блок, не хватает зарплаты, работы нету, денег нету, и вообще все так плохо, да. И всегда за запросом на деньги всегда есть что-то другое. То есть, ну хорошо, представь, что прямо сейчас у тебя есть там определенная сумма денег. Я не знаю, у всех это по-разному, да, для кого-то это там на 10 тысяч больше, для кого-то это на 700 тысяч больше. Не имеет разницы, не имеет значения, в каком эквиваленте вы получаете деньги в рублях или в евро или в долларах, тоже не принципиально. Но представьте, что их просто стало больше. Что в этот момент качественно меняется в жизни? По факту, если мы с вами вот так вот отследим нашу повседневность, то очень часто мы себе говорим: эх, если бы у меня было на 15 тысяч побольше, я бы точно себе позволил новые штаны. Я бы себе точно позволил сходить вот в этот классный ресторан. Я бы точно себе позволил, разрешил или разрешила бы что-то себе купить. Я бы точно куда-то бы еще в новенькое место пошла, там, не знаю, на уроки рисования, на уроки танцев. Но сейчас нет такой возможности, поэтому я так ужмусь, я подожду, и вот ну, до лучших времен, или когда у меня там что-то отложится, да, или когда что-то накопится, или когда мне дадут какое-то, ну, повышение зарплаты, ну, что угодно, да. И эти мысли, они нас очень сильно так расстраивают, потому что если в целом человек что-то хочет, и он это не воплощает в жизнь, то у него вот эта вот невоплощенная энергия, она начинает застревать. Дальше это идет в разные блоки, дальше это идет в разные страдания, это идет в какие-то зажимы, да, потому что если бы ты пошел и потанцевал бы один разок, то все было бы намного легче. Но так как ты не позволил себе этого сделать, потому что нету денег, да, или потому что нету такой возможности, да, именно финансовой, или потому что нужно подождать до следующей зарплаты, например, то это вот желание, оно как бы не уходит вниз, да, оно не материализуется. И человеку от этого чаще всего не очень хорошо. И это мы с вами рассмотрели такой очень маленький базовый пример. Очень многие люди считают, что если в их жизни станет резко больше денег, то жизнь их резко поменяется. Ну, а что бы ты сделал? Ну, я бы закрыл все кредиты, я бы отдал все долги, я бы купил себе вот это, я бы съездил отдохнуть, я бы сделал еще что-то. Я бы сделал, я бы позволил себе что-то приобрести, да я бы вообще мог все в этом мире, да. И вот это вот состояние, когда я все могу в этом мире, но, да, с условием того, что у меня есть на это деньги, оно на самом деле очень ложное. Давайте это рассмотрим с другой стороны. Во-первых, все, что вы хотите в жизни, можно получить не только через деньги, да, можно получить это всегда путем, ну, так скажем, да, бесплатным, за которым, за возможность, за которую вам не нужно платить именно деньгами. Всякое в жизни бывает, и все в жизни возможно, просто важно здесь не останавливать свои желания и не тормозить его на уровне позволения. Да, очень часто бывает такое, что, ну, например, мы хотим танцевать и не можем себе никак позволить этот урок танцев, и кто-то из друзей говорит: слушай, вот, я хожу на танцы, и тут у нас такая акция, что приводи друга, и можно потанцевать бесплатно. А почему бы не сходить? Но если вы уже себе заранее обрубили эту возможность, сказали: у меня нет денег, поэтому я туда не пойду, ну, как бы вы эту возможность просто в своем
поле, в своем окружении, вы ее просто отрезали сразу, ее просто не будет. И это очень такой принципиально важный момент. Он, наверное, больше все-таки даже не про энергетическую какую-то настройку, он все-таки про работу сознания, про расширение вообще и понимание, что в жизни можно все. Действительно, это так. Есть очень много людей, на самом деле, когда я шла вот к вам сегодня на эфир, я думала об этом, что есть очень большое количество людей, которым не интересно зарабатывать деньги, у которых не стоит этот запрос как вот самый первый, потому что у них в жизни намного больше других каких-то приоритетов, у них есть какие-то другие интересы, цели. Ну, у кого-то это социальная цель, у кого-то это профессиональная цель, у кого-то это семейная. И деньги, как таковые, они не стоят в топ-1, да, списка всего того, что происходит прямо сейчас, и что должно происходить, и что у меня обязательно будет. И если этого не будет, то все, вообще я себе не позволяю жить. И деньги – это та энергия, через которую мы получаем прямой энергообмен. Да? То есть мы что-то отдаем, мы отдаем какой-то денежный эквивалент, который каким-то образом к нам пришел, и мы что-то за это получаем. Но поймите одну такую вещь, что получать можно не только отдавать, да, извините, не получать, отдавать можно не только денежным эквивалентом, можно отдавать чем-то другим. И такие вот возможности для себя, когда мы отдаем что-то в мир полезное, или что-то классное, или что-то доброе, или что-то, что наполнено любовью, таких возможностей очень много. И люди, которые не, ну, например, да, не зациклены на деньгах, и которые не страдают просто от того, что у них одинаковая зарплата, и они на эту же зарплату живут потрясающе кайфовую жизнь, еще они ездят в отпуск, еще они покупают себе кучу одежды, еще они вообще наслаждаются жизнью, это другая парадигма, потому что они не сконцентрированы на том, что все в этой жизни можно купить. А теперь мы с вами идем глубже. Что чаще всего мы пытаемся купить за деньги? Чаще всего наверное, топ-1, да, это то, что мы пытаемся купить за деньги, это безопасность. Состояние безопасности, что я могу что-то сделать, и если даже я не могу, то я могу заплатить. Это дает потрясающее чувство безопасности, потому что, ну, мы живем в такой стране, где, ну, раньше это было более откровенно, сейчас этого все меньше, кстати, да, но мы живем в такой стране, где если тебе, ну, не дают бесплатно, то можно всегда дать деньги, да, и, ну, как бы получить ту услугу или ту вещь, которую ты хочешь на самом деле. И это вшито уже в наше, ну, так скажем, да, сознание на генетическом уровне, на уровне ментала, но оно вот пропитано. Поэтому купить безопасность свою собственную за деньги – это топ-1. И получается, на самом деле, история абсолютно другая. Человек говорит, я хочу больше денег. Это на уровне сознания. А по факту его внутренний запрос – это мне небезопасно в жизни. И получается, начинаются качели, потому что чем больше денег, тем больше ты можешь себе позволить купить, а значит, как бы и защищаться, и, ну вот, простраивать безопасность вокруг себя тоже нужно больше. Потому что когда у тебя была зарплата 10 тысяч, и ты мог себе позволить проехать на такси, то сейчас, когда у тебя зарплата, не знаю, 500 000, и у тебя есть своя машина, то уже такси не проканает, потому что такси это уже небезопасно. И каждый новый уровень вот такой вот покупной, да, безопасности, он стоит все дороже. Начинается гонка за деньгами, начинается гонка за работу, начинается выгорание, начинается насилие над собой, потому что внутри нас психика, сознание, подсознание, да что хотите, все вообще естество понимает, что если ты хочешь жить в безопасном мире, его нужно купить. Это запрос номер 1. Номер 2 запрос, когда люди покупают за деньги у кого-то что-то другое. Знаете, бывают, например, такие семьи, часто я консультирую, да, вот семейные пары, и бывают такие условия, что вот мы друг друга любим, мы друг друга уважаем, но у нас есть вот эти вот, да, какие-то бытовые моменты, которые нам мешают, просто потому что не хватает денег. Ну вот, Ян, ты понимаешь, не хватает денег купить эту
новую лампочку, не хватает денег затарить холодильник не продуктами по акции, а вот тем, что вот мы хотим, чем мы хотим завтракать, там, обедать и ужинать на повседневной основе. Ну, не хватает этих денег, что нам разбиться в лепешку. Работы нету, возможностей нету, то, что я делаю, никому не нужно, потому что появляется там искусственный интеллект, например, да, и вот то, что я вам сейчас озвучила, это как бы оправдание того, очень сознательно, оно очень логичное, к этому оправданию никогда в жизни не подкопаешься, но это оправдание того, что мне нужны деньги для того, чтобы купить, например, гармонию в нашей семье. На вопрос, можете ли вы быть счастливы без денег, да, то есть просто в моменте, что вот есть ты, есть твоя жена или там, да, твой муж, неважно, да, с кем мы работаем, можете ли вы быть счастливы без, ну, как бы, без денег, потому что по факту деньги – это та материя, та субстанция, которую никто из нас не унесет на тот свет. Это знаете, как проездной на время поездки в автобусе, но ты не будешь этим проездным пользоваться после того, как ты из этого автобуса вышел. То есть для чего вообще в таком случае покупать, да, вот это вот, например, семейное счастье, если как бы оно возможно только при условии, что вот у нас в нашей семье есть какое-то количество денег, и вот мы ими вот как бы скрепляем. Да. Есть другая история, что она тоже про деньги, когда очень многие женщины, особенно женщины молодые, когда они стремятся к некоторому уровню богатства и состоятельности, таким образом, чтобы выйти замуж или встретить, или просто повстречаться с человеком, да, который точно будет обеспечивать, ну, как бы, опять же, что он будет обеспечивать? Он будет обеспечивать уровень безопасности, он не будет обеспечивать какие-то возможности, он будет для этой женщины обеспечивать безопасность. То есть если в твоей жизни, да, как моей девушке, случается какая-то история, которую можно купить, да, которую можно проплатить деньгами, я в состоянии это сделать. И вот в этой, да, парадигме здесь нету разговора про очень часто, да, нету разговора про любовь и про, ну, вот, состояние наслаждения друг другом без денег. Обратите внимание, да, это очень важно. И это такой стресс-тест для отношений, а если вот без любого вида материального, так скажем, да, материальных благ, материализованной энергии, если без денег вы сможете быть счастливы просто вот друг с другом, или все-таки нет? Очень многие мужчины покупают свое право быть в доме хозяином, абьюзером, тираном, просто потому что он ходит на работу, а она сидит, например, дома с детьми. Это, к сожалению, очень распространенная история. И опять же, почему, да, зачем мужчина ходит на работу? Ну, понятно, что он зарабатывает деньги, он приносит их в дом, потом эти деньги как-то распределяются в семье и так далее, но базово для чего? Очень часто мужчины говорят женщинам, что, слушай, я работал, а ты сидела дома, поэтому я сейчас пошел смотреть свой сериал на диване и буду отдыхать, потому что завтра у меня тоже работа. А ты будешь сидеть и дальше батрачить. Тебе же не сложно, ты же так дома сидел. Иди еще раз уберись, иди еще раз приготовь, иди еще раз что-то сделай. Да, что ты от меня хочешь? И они покупают через вот такую зарплату, через то, что дают деньги, да, свои, ну, в семью, они покупают право не участвовать в какой-то бытовой жизни. То есть, и когда у мужчины появляется запрос на увеличение, например, заработной платы, да, вот в такой модели семьи, для него это будет значить в первую очередь то, что тот уровень достатка, который у него был, уже не окупает право ничего не делать дома, понимаете? Потому что для того, чтобы, ну, например, увеличились расходы, выросли дети, нужно больше денег, нужно еще что-то, жена что-то от меня все больше хочет, она меня все больше дергает, так я ей мог скинуть там 3000 на карту, она отвалила, а так мне приходится с ней о чем-то говорить, поэтому я буду увеличивать свой, ну, там, да, свою заработную плату, свой финансовый поток для того, чтобы, да, иметь право лежать на диване, например. И
вот он приходит к психологу, например, да, и говорит: "Я хочу увеличить, ну, доход". Ну да, хорошо, а что тебе мешает? И здесь появляется ловушка, потому что, в основном все, тренинги, которые сегодня есть по финансовому росту, они как раз-таки они очень классно выстроены по болям, которые есть у людей, да, то есть по потребностям. Зачем тебе деньги? Для того, чтобы заплатить вот здесь, для того, чтобы купить свою безопасность, для того, чтобы иметь возможность, для того, чтобы меньше общаться с людьми. Такие люди тоже есть, и мы про них чуть попозже поговорим. Но он пытается разрешить вот этот свой запрос увеличения заработной платы, да, или финансового потока как такового через что? Через инструменты, которые ему помогают построить более успешный бизнес, которые ему помогут продвинуться по карьерной лестнице, которые помогут ему, не знаю, там, открыть еще 5 бизнесов. И да, таким образом он увеличивает свой уровень дохода, но посмотрите вот в корень, да, проблемы, для чего ему это нужно было. Вот это вот состояние, что чтобы она меня только не трогала, и я просто буду лежать на диване, мне нужно ей давать бабки, и пусть она от меня отвянет со своими детьми, да. Вот эта проблема, она никуда не делась. И после этого, ну, часто бывает такое, что когда дети взрослеют, мужчина и женщина понимают, что они настолько отдаляются друг от друга, что им не о чем разговаривать, что какого-то контакта, какого-то обычного душевного, да, человеческого общения между ними не существует. Почему? Потому что он этот вот контакт, эту связь, он пытался ее постоянно оплачивать. И он это делал как хороший муж. И он действительно хороший муж, если он смог в своей жизни обеспечить и жену, и детей, и, там, не знаю, бабушек, дедушек, кошек, собачек, кого угодно, да. Но вопрос-то в сути не меняется, понимаете? Есть люди, которые покупают возможность не разговаривать с другими людьми. Такие тоже бывают. Ну, например, если у меня есть деньги, то я могу себе купить, например, билет в бизнес-класс. Не только потому, что это суперкомфортно, удобно, классно, и я вообще буду лететь куда-нибудь 12 часов, и поэтому хочу, чтобы моя попа посидела в мягком кресле, и потому что у меня рост 2 метра, да, а потому что таким образом я буду видеть меньше людей. Если у меня есть деньги, я могу себе заказать не просто столик в ресторане, а я могу себе заказать самый классный столик в ресторане, который будет подальше от людей, да, где не будет видно ни людей, ни официантов, да, будет один официант, который будет приходить, что-то приносить, и все, слава богу, я тебя не увидел. Если у меня есть деньги, то я могу на каждом шаге своей жизни эти процессы проплачивать. Если у меня есть деньги, то я могу заказывать, ну, нанять какого-то человека, который будет выполнять, ну, такие базовые функции, типа купить продукты. Или даже, ладно, фиг с ним, с этим человеком, да, я могу просто это делегировать доставку, и вот каждый день домой привозить какие-то продукты. И да, это классно, мы все с вами этим пользуемся. Я сейчас говорю немножко про другую историю, да. А это история про то, что, например, очень часто бывает такое, что человек не может контактировать с другими людьми по разным причинам. Потому что, ну, просто такой психотип. Потому что он боится, потому что есть непринятие себя, потому что он когда-то прожил буллинг в школе, например, да, там, 30 лет назад, и сейчас ему 45, и он понимает, что, ну, у меня есть бабки, я пойду куплю, чтобы ни с кем не разговаривать. Для чего? Чтобы не повторилась эта ситуация. И увеличивая свой доход, получается, что он увеличивает вот ту внутреннюю проблему, которая у него, собственно, есть. Он не увеличивает для себя возможности, он не увеличивает для себя уровень счастья или уровень классного состояния, или уровень не знаю, там, наслаждение, он увеличивает для себя именно вот эту часть, что мне нужно меньше разговаривать с людьми, мне нужно больше места, чтобы, да, как бы вот немножко теряться в пространстве, и, пожалуйста, всех людей вот этих вот ужасных куда-нибудь подальше, да, сплавим,
и посмотрите на эту, ну, вот, на вот эту тему, да, вот сейчас выходите из нее и посмотрите в целом на, ну, на наше общество. Очень много людей, которые действительно обладают хорошим финансовым потенциалом, но они абсолютно не социализированы. Им не нужно общаться с людьми, у них нет такой потребности. И очень многие из них, они глубоко несчастны, и они просто в какой-то момент понимают, что, ну, вот этим я не могу купить свое счастье, да. Это очень древняя и мудрая пословица, что счастье не купишь. И это действительно так. Бывает такое, что мамы покупают, да, детям их будущее. Вот на этом ездят все, кому не лень. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок был самый классный, самый здоровый, самый успешный, самый умный, самый талантливый, то сейчас тебе нужно заплатить. Да какая мать не заплатит за это? Да любая мать за это заплатит. Просто вопрос в том, что, ну, например, да, как это выстроено? Есть у женщины ребенок, и у нее нет возможности водить ее каждый день на какую-то развивашку. Каждый день. Ну, нет такой возможности, да, потому что, ну, например, в Москве это, если ты вот это все вот делаешь для одного ребенка, то это уже нужен доход чуть выше среднего, потому что это стоит, ну, прилично, да, это стоит, ну, ощутимых денег каких-то. И, например, она сидит и говорит себе, вот если бы у меня были деньги, он бы пошел у меня на ментальную арифметику, например, да, а денег нет, поэтому вот он сидит. Дальше начинаются мысли о том, что, ну вот, блин, я плохая мать, потому что я не могу дать ребенку возможность заниматься какой-то там математикой или плаванием, а этим все занимаются вроде бы как, да, потому что это очень такая разогнанная история, что если ты хорошая мать, то отдай ребенку везде, где возможно отдать его. И если ты просто даешь ребенку возможность жить, наслаждаться жизнью, развиваться так, как он хочет, то явно что-то с тобой не так. Что-то где-то ты не доплатила. И очень многие мамы покупают вот эту вот способность развития. Есть очень распространенная другая тема, да, она мне знакома не понаслышке. Очень часто я просто с этим работаю, когда родители покупают любовь, не так, когда родители проявляют свою любовь через покупку. У меня такое тоже было, например, я в какой-то момент поняла, что если я хочу порадовать своих детей, ну, как будто бы недостаточно их просто обнять, нужно приехать домой с киндером. Вот тогда я молодец, тогда я хорошая мама. И вот это на таком вот крошечном уровне, да, а когда по мере того, как ребенок растет, покупается машина хорошая, да, там, какая-нибудь дорогая, да, покупаются еще что-то, покупаются, ну вот, все потребности, даже не потребности, все хотелки ребенка, они оплачиваются. И это не из-за того, что у родителей есть лишние средства, да, и они обладают классным финансовым потенциалом, они счастливы, и они такие, о, пожалуйста, дорогой, езди на хорошей машине. Потому что таким образом они привыкли проявлять любовь. И это не нормальная история, потому что любовь, она вообще-то не вот в уравнении любви, да, между мамой и ребенком, места деньгам как бы и там нету. Это вот побочный эффект, да, который, если есть у тебя средства, если у тебя есть финансы, то ты можешь увеличить, да, ту любовь, которая есть между вами, путем того, что вы эту любовь проявите где-то еще. Но это ни в коем случае не вот такой вот способ купить любовь или оплатить что-то, да, просто вот замещая. Очень часто работа вообще в целом как таковая, да, это тоже очень интересно, потому что мы люди, мы так устроены, что нам вообще-то для какой-то нормальной жизнедеятельности нам нужна какая-то деятельность, да, жизнедеятельность. Должна быть жизнь, должна быть какая-то деятельность. По факту, так, между нами говоря, это должна быть та деятельность, которая вам приносит удовольствие. Если это вязание носков, классно, значит, это вам будет доставлять удовольствие. И в какой-то момент это как бы вот вырвется наружу, оно масштабируется, оно станет больше, оно станет более насыщенным, еще что-то. Для кого-то это работа психологом, помогающим практиком.
Если вы чувствуете этот отклик, да, то, значит, в какой-то момент оно вот прорвется наружу, да, и оно начнет масштабироваться. Но посмотрите, это просто ужасно, что происходит сегодня на рынке психологии. Вот действительно это рынок психологии, потому что если вы откроете любую образовательную программу, если вы откроете любые курсы повышения квалификации, любую супер какую-нибудь, не знаю, какой-нибудь тренинг, да, по психологии, везде вы увидите такую вещь. Пройди наш тренинг, и ты получишь увеличение дохода, потому что ты сможешь сразу монетизировать свои знания, потому что ты сможешь брать не 1000 рублей с человека, а уже сможешь брать 2000 рублей с человека, да. И так как у людей есть вот эта вот катушка внутри, что, деньги, значит, я могу закрыть вот эти свои внутренние потребности, значит, я иду, да. Таким образом, очень много на сегодняшний день просто вот какого-то такого нечестного, да, отношения, потому что по факту а, это покупка, да, и это вот работа из такого места, она не про любовь, она не про изобилие, она не про счастье, она про то, что мне нужно еще больше, чтобы закрыть какую-то свою потребность, мне нужно еще больше денег, чтобы быть хорошим или чтобы иметь право чего-то не делать или иметь право быть тем, кем я стремлюсь быть. Тоже очень интересная тема, мы её с вами о ней сейчас поговорим. Например, я когда училась в Гнесинке, нам было всем по 16, по 17 лет, и было очень много девчонок, которые приезжали из разных городов. Это правда, и это были вот безумно талантливые девчонки, и это были безумно красивые девчонки, и умные, и всё. Ну, то есть это такие, знаете, звездочки, которые приехали из разных городов, России, и не только России, да, чтобы получить самое лучшее музыкальное образование. В какой-то момент, наблюдая за ними где-то на курсе на 2-м, на 3-м, чтобы вы понимали, да, Гнесинка находится за Новым Арбатом, то есть это вообще самый центр Москвы. И в какой-то момент у них появилась у многих такая тема, что я хочу быть похожа на людей, которые вот в этом центре, да, живут. И некоторые из них закончили свою, так скажем, да, музыкальную учебу не в очень хорошем состоянии, да, и психологическом, и ментальном. У многих сломалась судьба просто потому, что они вышли замуж не за человека, которого они любили, а за деньги. Потому что кто-то предавал свои, моральные принципы просто потому, что там платили очень много, да, и я не буду это озвучивать сейчас вслух и рассказывать вам всю подноготную, что происходит у студенток музыкальных колледжей, но я думаю, что вы понимаете, о чем я. И это сломанные жизни, и это сломанное внутреннее состояние, и этот вот слом, его ничем не залечишь. Потому что если тебе нужно просто хорошо выглядеть в 18, чтобы, не отличаться от людей, которые ходят по Новому Арбату, это один уровень достатка, да, это один уровень дохода. Если тебе нужно ходить, не знаю, в дорогие рестораны, да, то либо тебе нужен тот, с кем ты будешь ходить в эти рестораны, либо тебе нужно заработать самой эту сумму, да, чтобы туда ходить. Если уже и ресторанов, то есть, как вы понимаете, это бесконечный уровень, который вот он становится все выше, предательство по отношению к себе становится все больше, и вот этот разрыв между согласием внутренним, да, согласием души и то, на что идет разум, он достигает пропасти. И там истории, где вот не буду рассказывать, там очень детально, но когда происходили очень серьезные сбои по здоровью, такие, что уже ничего не помогало. Такое было, когда рождались дети-инвалиды, и такое тоже было. Когда случались какие-то несчастья внутри семьи, такое было. И это не потому, что они плохие, или это не потому, что это их карма родовая, просто потому, что есть вот этот вот внутренний разрыв, который с каждым разом он должен как бы затыкаться, да, все большим уровнем денег. Когда эти деньги приходят для того, чтобы заткнуть, как помягче вам сказать, дыру, да, то дыра становится все больше.
да, и больше, и больше. И в какой-то момент это превращается просто в безумие. Поэтому те из тех, кто, вот кого я знаю, и кто добился какого-то социального, ну, так скажем, да, социальной проявленности или финансовой проявленности, да, то есть там у кого очень много денег и кто, ну, мягко говоря, да, там не предал себя настолько сильно, чтобы страдать. И, честно говоря, из Гнесинского училища я знаю таких очень мало. Понятно, что это определенный социум, которому тоже каждый человек хочет соответствовать. А чтобы соответствовать, иди и купи, да, потому что встречают платежки. И вот это больно. Но я знаю тех ребят, тех людей, которые не гнались за деньгами, которые оставались с собой. Они понимали, что они приходили и за тем, чтобы учиться, например, музыке. И сегодня они счастливы, они богаты, но они по-другому. У них все классно. Они живут в изобилии, они живут в счастье. И они каждым, да, там, новым поступлением денег, они умножают свое счастье. Они не затыкают дыру в душе, которая вот только через деньги я готов себе там что-то делать. Или только за деньги я могу себе купить право на что-то, да. Такого, ну вот, это есть такой момент. Другой момент, который сегодня тоже висит так скажем, да, в пространстве, это тема вообще медийности, тема популярности. Сегодня ее разгоняют очень искусственно, потому что, ну, что такое, когда у тебя есть там, например, не знаю, какое-то количество подписчиков. Что это вообще для людей значит? Это значит, что есть некоторый уровень важности для тебя самого, который ты потом что можешь сделать? Еще и монетизировать, да, то есть эти же люди будут тебе что-то там платить, и за счет этого это бесконечный транш, который может забивать дыру в душе. Я вам расскажу одну историю, это было на консультации. Я хотела ее много раз прописать в виде текста, ну, такого лонгрида, но у меня как-то не доходили руки. Вот я дошла, и поэтому я вам ее расскажу вот так вот, да, в открытом эфире. Пришла девочка, которая говорит, что она занимается, она очень сильно интересуется теннисом, она красивая, она умная, у нее очень хорошее образование в Лондоне, и она хочет увеличить свой блог. Она хочет, чтобы ее страничка в Инстаграме, она набирала, у нее там условно 5000 подписчиков, она хочет 250 тысяч. Но что-то не, ну, вот не получается, да, не получается, не получается, не получается. Она проходила разные курсы, она проходила все наставничества, но как-то ничего не работает, да. И вот почему, кстати, вот у кого-то это работает, а у кого-то не работает. На ее примере это очень понятно, потому что каждый новый подписчик, да, каждая новая социальная единица вокруг нее это небезопасно, потому что когда-то она прожила отношения с молодым человеком, которые были очень тяжелыми. И она не смогла об этом никому сказать, она не смогла обратиться за помощью ни к кому, да, ни к родителям, ни к братьям, ни к сестрам, ни в полицию, никуда. Она просто это проживала сама. И для нее вот это вот состояние, что каждый новый человек потенциально, это может быть вот такая же агрессия, да, для нее это было тяжело. Ну и, кстати, она тоже что-то продавала там в своем, ну, на своей страничке в Инстаграме, я не помню что, то ли какие-то гайды по путешествиям, то есть какая-то прикольная такая штука, которую вообще-то каждый из нас бы купил, потому что, ну, здорово, если ты едешь путешествовать, у тебя есть какая-то, ну, такая вот маршрутная карта, ты экономишь время, ты не тратишь свое время, да, там, на подбор маршрута, и это всегда очень интересно, у нее это очень красиво оформлено, все. Говорит, ну, это никто не покупает. Потому что каждое, ну, да, как бы увеличение денег для нее значит увеличение популярности, то есть людей становится больше, а если больше людей, значит, каждый из них потенциально может принести травму, бред, да, он может врезать, он может сделать все то, что происходило в отношениях, про которые она никому не сказала. И вот, кстати, таких девочек было не одна, а их было 3 именно на тему вот, ну, проявленность, как это называется, да, контента, как это называется, медийности, да, то есть популярности, ты звезда, вот таких было 3. И 3 из них, они делали все, то
есть все наставничества, курсы, еще что-то, но ни хрена не помогало, потому что внутри, в душе есть дыра, которую каждый из них пыталась заткнуть, ну, кто-то деньгами, кто-то, так скажем, медийностью. То, что мы с вами сейчас говорим про деньги, это такой же, ну, как бы разговор, да, про любой другой тип энергии. Кто-то говорит, что я очень хочу отношений, потому что это тоже может быть избегание какой-то внутренней, да, там, дыры, какой-то внутренней боли, которая может заткнуться только если у меня вдруг появятся отношения с каким-то человеком. И этот момент, он ну, его всегда нужно перепроверять, потому что, какой у тебя на самом деле внутренний истинный запрос. А теперь мы с вами возвращаемся в тему, да, финансов, в тему изобилия, и все-таки поговорим немножко про изобилие как таковое. Что это вообще такое? Как это бывает в плохом исполнении, я вам рассказала. Кстати, очень многие звезды, очень многие медийные люди, да, они идут туда не потому, что они от этого получают кайф, а потому что только так они что-то приобретают, и только так они смогут оплачивать какую-то, ну, какую-то свою часть, понимаете? Я думаю, что вы это поняли. Есть состояние, в котором деньги нужны обязательно, потому что по-другому мне небезопасно, по-другому мне страшно, по-другому я не смогу жить. А есть состояние, которое проявляет финансовую энергию как следствие. То есть я живу свою классную, интересную, насыщенную, наполненную, самую лучшую, потрясающую жизнь, и из этой жизни каким-то таким образом получается, что приходят деньги, приходят в нужном мне количестве. Их всегда, кстати, достаточно. Их никогда не бывает мало. Их всегда ровно столько, сколько вам нужно для жизни на данный момент. И это два разных состояния. Когда мы хотим больше денег, чтобы что-то внутри не фанило, или когда приходит больше денег, потому что умножается все, умножается твоя внутренняя любовь, умножается твое состояние счастья, умножается твое состояние спокойствия, умножается твое состояние, ну, вообще, гармонии и взаимодействия с этим миром, с пространством, с людьми, умножается количество классных, наполненных, интересных людей вокруг тебя, умножается количество интересных для тебя каких-то идей, проектов или встреч, или каких-то вот, не знаю, самодельных штук, да, или вообще, когда тебе что-то в голову приходит, и ты это воплотил, и еще за это тебе приходит какая-то, ну, какой-то, да, эквивалент финансовой энергии, вот это и называется изобилие. И вообще сейчас это у многих людей становится, ну, как бы нормой. И деньги, финансовая энергия — это не та часть, которую вот еще 2-3 года назад а, она прокачивалась как бы отдельно. То есть был отдельно человек, была отдельная энергоструктура, и отдельно был финансовый канал, который, блин, там все выкачивали, прокачивали, открывали, не знаю, развязывали, что там вообще сделали с ним, да. То есть такое было актуально на тот момент. Но сейчас, если у тебя все нормально с внутренней гармонией, да, с миром, с собой, с Богом, с людьми, все нормально с верой, с доверием, ну, с какими-то такими очень базовыми вещами, если ты в нормальном, в хорошем состоянии, хотя бы в состоянии ноль, тогда денег, ну, просто их не может быть мало. Кто-то очень часто жалуется Богу на то, что, ну, как бы, ну, почему я страдаю, почему у меня нет денег, почему я не могу себе это купить, да. А по факту, если бы резко доход стал, ну, в 10 раз больше, вы же понимаете, что в 10 раз умножилось бы все внутреннее состояние, ну, не знаю, там, раздражение, гнев, агрессия, беспокойство, тревога, страх. Вот это все, оно просто умножается на 10. И там уже, ну, никакие ни деньги, ни связи, ничего не поможет, ни психологи, потому что это резкий скачок в неизвестность. Вот. А состояние изобилия, да, когда деньги являются просто следствием
твоей собственной жизни, твоего состояния. Вот это то, куда мы, собственно, ну так, плавно перешли, да. Поменялись немножко энергии, ну, немножко, очень сильно. Мы говорим об этом очень плотно в закрытом клубе. И там было уже, по-моему, 3 эфира вот именно на тему перехода, с какими условиями, как вот вообще, что с людьми, что с мирозданием, как оно все происходит. И это очень интересно. Но если внутри есть какие-то вещи, которые угнетают, то они будут угнетать и когда денег будет в 5 раз больше. Очень часто я спрашиваю у людей, например, ну хорошо, ты вот сейчас говоришь, что тебе нужны деньги, ты хочешь больше денег, что ты на них купишь? Обычно список заканчивается, ну там типа, там сколько, 10 максимум пунктов, и когда я слышу слово путешествие, да, просто путешествие – это та вещь, на которую можно тратить бесконечное количество денег, и уже понятно, что вот это конечный был пункт, потому что это тоже такая очень подсаженная история, что если ты не можешь себе позволить путешествовать, то как бы что-то не так с твоими финансами. А вообще многие люди не любят путешествовать, да. Вообще-то многим людям это не нужно. А если бы вам это было нужно, то вы могли бы взять первый билет в неизвестный город или, да, там на самолет сесть, долететь и попутешествовать хотя бы по ближайшим городам, да, сесть на машину и уехать, да, кому действительно это нужно, они делают это и без денег. И в этом заключается вся фишка, да, что ну, не у каждого человека ну, как бы это покупается. Но вернемся, да, вот к этой вот теме, что бы в твоей жизни поменялось, если бы у тебя там, резко прямо сейчас стало там больше денег, вот безлимитная карта, что бы ты купил? Чаще всего это 10 каких-то вот таких вот запросов, да, очень четких. Ну и в большинстве случаев там очень много ну, материальных вещей, типа, не знаю, там, одежда или сумка, или машина, или квартира. Тоже, когда говорят машина, квартира, да, это тоже такой пункт, он бесконечный. То есть квартира может сколько угодно стоить, машина может тоже сколько угодно стоить. Поэтому это просто вот понятно, что вот это что-то, что было навязано кем-то. Но это не есть что-то такое искреннее, внутреннее. Хотя я знаю, например, одну девочку, это моя подруга, она, ну, у них все нормально, у них ребенок, и она мне всегда говорила, говорит, Яна, я хочу только BMW единичку. Я говорю, слушай, ну ты же можешь купить там себе другую машину получше, еще что-то. Говорит, нет, ты понимаешь, BMW единичка – это идеальная машина. И вот, говорит, я не могу ее нигде купить, да, потому что там в России сейчас сложно с машинами, еще что-то, их уже не производят, еще как-то. Говорит, ну если я ее где-нибудь найду, я ее точно куплю. Я продам свою там огромную эту дуру, я куплю себе вот эту вот машину. У нее есть четкая детализация, что она хочет. Да? Это большая разница между тем, что ты купишь, если у тебя будет безлимитное количество денег, да, я куплю себе машину, квартиру, и когда человек говорит, что я детально хочу вот именно вот это, потому что именно это мне принесет еще больше счастья. Я надеюсь, что вы это очень прочувствовали, да, вот эту вот разницу состояний. Поэтому сейчас я проверю, есть ли у вас какие-то вопросы. Если у вас вопросов у вас нет, и это отлично. Хорошо, мне кажется, был очень такой понятный эфир, очень доступный. Я попыталась вам на примерах показать, что за любым запросом на деньги стоит что-то другое. Еще немножко поговорим с вами про смену работы. Обожаю людей, которые говорят, я на работе нету. Нету в этом мире больше работы. Она закончилась. И вот ты не понимаешь, ну я же работаю настолько узкопрофильной направленности, я же работаю в маркетинге, или я же психолог, и вообще именно в моей нише, именно в моем направлении работы в этом мире нет. Ну, понимаете, да, особенно для людей, которые живут в любом крупном городе, говорить о том, что нету работы, это как-то странно.
минимум потому, что объявления по работе, они есть, ну, везде. И это уже мое личное восприятие работы, да, как таковой, что я не вижу ничего плохого в том, чтобы вообще работать на обычной работе. Это неплохо, это не стыдно, это здорово, если человек находит свое место. И если появляются такие условия, в которых мне нужно больше денег, и я понимаю, что никакими другими не могу, да, то, ну, как бы пойти и найти себе работу, в общем, любого качества, начиная от, не знаю, ну, простите, ну, курьеров, таксистов, заканчивая работой в найм в Москве, так от бесконечного количества зарплаты в месяц, ну, это вообще не проблема. HeadHunter никто не отменял. Работу на Авито тоже никто не отменял. Их тысячи объявлений каждый день. Каждый вообще момент этой жизни люди ищут себе нормальных сотрудников, которые в состоянии выполнять нормальную работу, да, и таких вакансий просто миллиард. И я вот этой темы не понимаю. Но опять же, за запросом мне нужно поменять работу, я хочу и не могу, потому что работы другой в этом дурацком городе нет, стоит точно что-то другое. А что там другое стоит? Страх быть собой, или страх того, что я могу что-то не суметь сделать новое. Может быть, это нежелание учиться, может быть, это страх взять ответственность за какие-то новые действия, или это страх контакта с новым коллективом. Потому что ну, здесь уже Дашу, Сашу, Васю, Петю, я их знаю, мы с ними вместе ходим на обед уже там сколько-то там, да, месяцев или лет, а вот на новой работе неизвестно, что будет. И вот может быть, все-таки там вот не то, что работы нет в Москве, может быть, там что-то скроется другое абсолютно, абсолютно другое, что как бы не позволяет человеку, да, двинуться куда-то вперед или в каком-то другом направлении, или как-то пересмотреть вообще на возможности, потому что если вы посмотрите, выйдете просто после этого эфира на улицу, посмотрите на этот мир, да вы обалдеете, потому что возможностей в этом мире очень много, и просто в каком-то смысле мир ждет, пока вы скажете, что я хочу вот это, я хочу сделать вот это, я хочу пойти туда, или я хочу заняться чем-то новым, и сразу же моментально вам дадут эти возможности, вам дадут человека, вас познакомят, вас еще что-то сделают, да, то есть будут какие-то нелогичные, абсолютно нестандартные, необъяснимые события, которые в конечном итоге вас приведут в ту точку, где вам классно, где вы счастливы, где вы живете просто в изобильной какой-то реальности, да, а не в страданиях или в каких-то ложных, иллюзорных историях. Недавно я разговаривала со своей подругой, и она мне сказала, она говорит, ты знаешь, вообще-то после тебя у всех людей происходят сдвиги по финансам или по работе. Я говорю, слушай, а я об этом никогда не думала. А потом мы с ней еще говорили какое-то время, и я вспомнила, что, ну, например, был первый ретрит, и там был молодой человек, который мне 3 года, он мне говорил, ты не понимаешь, работы нету. Я работаю там в очень узкой направленности, и я не хочу ничего учить нового. Мне нравится этот коллектив, но такой работы нету. Я не найду работу там с зарплатой повыше, но с такими же условиями. После ретрита он находит такую же работу, такую же должность, но зарплатой там на сколько-то там процентов больше, его это устраивает, и как бы, ну, вот оно вот так и происходит, да. И действительно я начала, ну, отслеживать, почему так происходит, потому что с кем-то очень часто, да, там, поменять работу, часто ко мне приходят, чтобы, ну, просто перенаправить куда-то, да, или еще что-то. Я начала думать, почему же так происходит, и поняла, что происходит это по одной простой причине. Если внутри человек перестает себя заматывать и обманывать на какую-то тему, что ему срочно нужны деньги для того, чтобы что-то там в жизни случилось,
Если он перестает сам себе рассказывать эту сказку, то он встает на свое место, он попадает в свою естественную среду обитания, и в жизни становится все классно. Собственно, и все. И тогда можно будет и больше денег, можно будет и больше заказов, можно будет и больше другая работа. Ну, то есть уже вариации какие хотите. И так происходит всегда. Собственно, всегда. Есть люди, которые понимают, что если в их там, да, дело или, или в их деятельность начала приносить меньше денег, значит, что-то со мной не так. Но это качественно другой подход. Это подход не со стороны, что мне нужно больше, потому что я что-то себе на самом деле там подсознательно за эти деньги покупаю. А это как бы, ну, это другая, с другой стороны мы зашли, посмотрели и все разобрали. И это круто. Собственно, что я вам хочу сказать? Я вам хочу все-таки сказать, что в понедельник у нас начнется мастерская на тему изобилия и финансов. Это не про то, что мы будем с вами учиться делать рунические ставы на привлечение денег да побольше. Это не про то, что мы будем с вами делать какие-то практики, где просто становится больше денег. Я в это не верю, потому что это бессмысленно. Проявить человеку любое количество денег не проблема. Проблема в его психическом состоянии после. Это проверенная история, потому что может кукушку порвать настолько сильно, что потом она просто не склеится, ну, никогда уже, да, потому что деньги — это все-таки энергия, которую вы пропускаете через себя. Мне интересно поработать с темой изобилия в конкретно вашем случае и посмотреть на процессы, которые скрываются за темой денег у вас. Что для вас, да, финансовая энергия и зачем она в вашей жизни нужна, потому что у кого-то тема смены работы или повышения уровня там, достатка, да, она стоит остро, и об этом люди думают каждый день. Так что там на самом деле? Там на самом деле вопрос не в деньгах, а вопрос в чем-то другом. Поэтому, если вам актуальна эта тема, то приходите. Записаться можно через два сайта, через мой сайт или с оплатой сразу по ссылке. И самое, что для вас, наверное, интересно, это стоимость этого мероприятия вы определяете сами. Мы учимся самостоятельности, мы учимся ответственности, поэтому как и в личные консультации, так и все мероприятия онлайн, которые я провожу и буду проводить в течение какого-то времени, они будут происходить ну, это называется, по-моему, за донат, да, то есть сколько вы чувствуете, сколько вы хотите, вы столько платите, сколько вы можете, я не знаю. В какой-то момент я поняла, что качество моей работы от того, сколько мне платят денег, оно не меняется. И так было всегда, и я поняла, что постоянное повышение стоимости происходит за счет того, что, конечно же, моя работа, она становится там более детальной, или более быстрой, или более глубинной, или, ну, как бы, да, все равно я развиваюсь, так же, как и любой из вас, но по факту, если человек платит меньше или человек платит больше, от этого ничего не меняется в взаимоотношениях между людьми. От этого не меняется качество, от этого не меняется состояние любви, от этого мне не становится менее интересно там, да, или более интересно. Да. То есть это не, ну, вот, не та вещь, которая точно есть в уравнении, да, и это для меня это очень большая история про то, что вот это вот состояние перехода, новое состояние, в которое мы перешли, там будут изменения, и будут изменения на тему финансов в том числе, и на тему внутреннего состояния. И пока что я готова, открыта к работе со всеми, кто этого хочет, я готова. Если в какой-то момент я пойму, что меня не хватает, то уже буду решать. Но пока что я открыта и готова. Поэтому, дорогие мои, приходите на мастерскую по финансовому изобилию в понедельник, если вам это откликается, если вам это нужно, если вы переживаете за деньги каждый день, или за работу, или за предназначение, или за что угодно на тему денег и финансов, то приходите. Если вы понимаете, что хотите поработать со мной разово, или можно со мной также сейчас работать и в длительном формате, да, то есть раз в неделю или раз в 2 недели, но это будет как бы решаться все
в индивидуальном формате. Можно очно, можно онлайн, как вам удобно, как вы хотите. Вот здесь вот я даю каждому из вас полную свободу выбора. И тоже интересный такой момент, знаете, что обычно, когда предлагается какая-то там платная услуга, ну, например, да, мастерская, в моем случае, да, по финансам, в том году мы тоже ее проводили, и я помню, что там было какое-то количество людей, все были очень довольны, никто не пожалел, у всех были какие-то сдвиги и так далее и тому подобное. Но было всегда очень много людей, которые такие смотрели, говорили: ой, блин, так интересно, так круто, я бы тоже сходил, но вот денег нету. Ну, там, хотя у меня все онлайн-продукты, они стоят не так дорого, там, это до 5000, да, там 3 500, по-моему, в том году стоило, там, может быть, 5, ну, что-то вот такое, да, и, ой, денег нету. А сейчас, как бы я вам открыто говорю, вот сколько хотите, столько и платите. И это интересно, потому что в сознании у людей вот эта вот штука, да, которая срабатывает, ой, так интересно, а денег нет, она как бы не работает. И вот теперь поговорите с собой честно. Вот о чем, собственно, что для вас деньги, да? Это и вот тема, изобилия, тема финансов. О чем она для вас? И мне очень интересно, что происходит, в сознании у людей в этот момент, когда говорят: "Ну, если тебе актуальны деньги, приходи. Сколько стоит, да сколько, ну, сколько посчитаешь нужным". Это очень увлекательный процесс. Я такие люблю. В общем, я вас, зарядила, позитивной энергией. Каждого обнимаю, каждого люблю. Кто хочет записаться, приходите. Кто не хочет, идите думайте самостоятельно. Всем желаю классного дня и хорошего настроения.